Как дела, ребята? Это прямой эфир с Джоном Ривзом, и сегодня мы продолжаем нашу историю о Димаше. Мы знакомимся с лучшими гидами по Димашу, и я безумно люблю их, так что искренне благодарю вас, ребята, за то, что продолжили это путешествие вместе со мной. Вы никогда не знали Димаша лучше. Я чувствую, что это был действительно классный опыт, потому что я чувствую, что это еще больше очеловечивает такого удивительно талантливого человека. Человек, который в остальном совершенно не от мира сего. Я имею в виду, что многие люди говорят, что он инопланетянин и тому подобные вещи, но похоже, просмотр этого руководства действительно показывает вам, насколько он человек. Мне это нравится именно по этой причине. Я также хочу выразить огромную благодарность. На самом деле мы только недавно попали в казахстанскую газету благодаря нашей реакции. Большое вам спасибо, ребята. Огромное вам всем спасибо. Было чертовски здорово увидеть это на самом деле. Я постараюсь найти ссылку на это и опубликую ссылку в описании ниже, если вы, ребята, действительно захотите это прочитать. Это потрясающе. Я надеюсь, что у вас у всех будет благословенный день или ночь, в какое бы время вы это не смотрели. Если вам нужно перейти на мой канал, пожалуйста, нажмите на эту вспомогательную кнопку, и давайте сделаем это. 3, 2, 1, бум. Если говорить серьезно, то да, черт возьми. Они вернули так много потрясающих видеороликов. Я искренне предан своей работе. Он так молод, когда говорит такие вещи. Жеңіске жетіп, қазақ дейтін ұлттың мәдениеті осындай деп паш еткім келді. Он чертовски хорошо справляется с этой задачей. И он обожает свою родину, потому что каждый раз он очень трогательно, когда о Казахстане говорит. Тәуелсіздік деген сөзді естіген кезде, менің көз алдыма ең алдымен біздің ата-бабаларымыздың кейпі елестейді. Өздерінің жанын пида етіп, аямай, біздер үшін өліп кетті. Біздің мәдениетіміз бен спортымыз ерекше. Мне нравится тот факт, что он просто сказал это так, что это так много значит для мужчины. Часто люди восхищаются своей страной и всем прочим, но здесь, в Америке, все по-другому. Я не знаю. Я думаю, что во многих случаях людям здесь, в Америке, больше стыдно за нашу историю, чем за то, что они уважают многое из того, что произошло. И за то, как мы получили всю ту свободу, которую получили. Я думаю, это действительно здорово, что Димаш является таким выразителем интересов своей страны. Я думаю, что это удивительный человек. А также всякий раз, когда он говорил, что все, что я могу делать, это петь, он объединял так много людей просто тем, что был им. Ему не нужно ничего делать, кроме как быть самим собой и петь. И он, черт возьми, объединяет весь мир. Я думаю, что это так круто, чувак. Қасындағы бауырларың үшін, қарындастарың үшін, інілерің үшін қатты бір алаңдайсың. Болашақтағы балаларым үшін алаңдай. Ешбір мемлекеттерге күніміз қарап қалмаса екен деп тілеймін. Каждый раз, когда выступает, он представляет Казахстан и почитает честь Казахстана. Он очень старается, чтобы завоевать славу ради своей нации и во благо своей страны. Он очень верит в это. Было так здорово наблюдать, как они это делают. Это настоящие идолы жизни. Life idols. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен. Және де анам. Содан кейін өзім ерекше еліктеп өскен бір ерекше жан бар. That's awesome. Кәсібилігі жағынан, оның қазіргі танымалдылығы жағынан ол өте. Я вижу, насколько в профессиональном плане вырос Димаш и горжусь. Но для тех, кто знал его до мировой славы, он все еще тот добрый, чуткий парень, и он не изменился. Никакой звездной болезни. Недавно мы виделись с Димашем, и он первым поздоровался со мной. Адельбек Агадеб, хотя с учетом его достижений, это ему должна оказывать почет. Он все так же уважителен к старшим. Вот такое правильное воспитание. Это чертовски круто. Жақсы жері, Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне тайсалға қоймайды, өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне, оған мойынсынып,
содан мен мынадай екенмін деп таушаға қалу жоқ. уайымдап сағысынып ондай сағы сынбайтын жоқ. жігіттердің қатарынан. Өзіне сенімді. Иә. жерінде ғана істейміз дейтін жерінде оны барабан и то басқаша қою керек оны қасына. 这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。 Я действительно очень хочу погрузиться в то, насколько глубоко он вникает в аспекты написания песен и своих аранжировок. Потому что я знаю, что многие песни, которые он делает, написаны другими людьми, но я знаю, что он вносит большой вклад в сам процесс создания песен. Аранжировка его вокала. Мне действительно интересно узнать больше об этом аспекте его личности. 通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常 Он очень 他 упрям. 会很纠结。但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。 То я могу сказать о Димаше, у него на все есть свое мнение. И если ему что-то не нравится, он не будет этого делать, он не будет это надевать. Мне кажется, это здорово, что человек знает, что ему нужно, чего он хочет. И... Сол фальцетпен әуестеніп жүрген кезі мен енді тым жаңағы қатты соған көңіл бөлгенін қаламаймын, өйткені енді ол мына академиялық бағдарлама, соны не болғанда да ол тәмамдау керек қой. Ты только что это слышал? Он только что сказал, что в фильме «Мне очень жаль, что Пол — это наша идея», но он сказал, что как только Димаш выучил свой фальцет, они подумали, что на самом деле это не принято. Многое в мире пения. Он был немного расстроен из-за того, что ему так нравился его фальцет, и именно это привлекло внимание многих людей к его способности брать эти безумно высокие ноты. Я имею в виду, что без этого фальцета у нас все еще был бы тот Димаш, который у нас есть сейчас, и я чувствую, что отчасти это то, что у нас все еще есть, связано с его упорством и непоколебимой решимостью просто быть таким, каким я его вижу. Это то, что мне нравится делать. И это то, чем я хочу заниматься, и я думаю, что это круто, что он не сдается. Потому что именно это говорит нам первый учитель вокала. Это безумие. Мен колледжге кіріп жатқан кезде, ол сол ана 3-ші қабаттағы біздің класста сол шыңғырып жатады. Фальцетпен. Singing in a false. Қалай оған жететін. Сол менің кіргенімді біледі. Бұл қалай келетінін соны бір сұраймын деп ұмытып кете берем. Соны мен кірген бойда бірден ана тоқтатылады жаңағы шыңғырған дауыс. Сөйтеді да екінші қабатқа көтерілген кезде андай жерден бүйтіп жаңағы Димаштың зытып бара жататынын көремін да, сонда мен сөйлейді деп сол ойлайтын болу керек. Айтқанмен жүретін, сенің айтқаныңнан шықпайтын баладан гөрі. Мне нравится этот парень. На самом деле он мне очень нравится. Мен қалаймын өзімнің оқушыларының, өйткені олардан болашақта бір нәрсе күтуге болады. Это было потрясающе. Какой классный учитель. Мне это нравится. Адамдар айтады ғой, мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды негізінде, сөздің шынында. Мен күнделікті өмірде дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай әрқашанда жіп жинақы, тіп-тіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес, шын. Көпшілігі мен ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димашты елестетеді. Хочется воспользоваться этим моментом и сказать о своих минусах. Они есть. Потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Веду себя абсолютно как и все пацаны, как и все ребята. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я очень сильно это чувствую. Потому что это... У нас эпизод, когда мы с ним зашли, скажем так, в зону конфликта, и мы не разговаривали двое суток. На предварительном этапе мы говорили, нам же нужно было получить заказ, поэтому до этого мы говорили, ты будешь летать, ты будешь, я не знаю, вот ракеты, космос. А потом случились реалии. Когда обижаешься, ты что делаешь? Разговариваешь? Или что? Вообще я стараюсь вообще не высказываться. В себе? Да, в себе, и потом наступает момент, да,
раз в год, наверное, раз в 2 года, потом... А когда ты злишься, как это? Вот, как злится Димаш? Ты кричишь, машешь руками, я не знаю, бросаешь вещи, там, колотишь стенку. Как ты злишься? Да, это очень страшно, лучше это не видеть. Слушай, ну это даже ты настолько сам по себе такой весь позитивный, приятный, я не могу представить, как ты злишься. Ну, поэтому я особо не злюсь. Мат? Бывает? This guy asking all the questions. Этот парень задает все вопросы. Oh, God. О боже, вот видишь, но я должен сказать, что это тоже заставляет его чувствовать себя более человечным. Мне постоянно говорят, что я очень хороший человек, и я думаю, что в целом моя основная цель просто быть милым с людьми и всегда проявлять дружелюбие и уважение к другим людям. Люди, но у меня тоже такой характер, ты же знаешь, я чертовски люблю бокс. Я люблю ММА, поэтому мне тоже нравится раскрывать эту свою сторону, но это очень редко проскальзывает наружу, и люди всегда говорят, я не могу видеть, как ты злишься. Такое случается. Мы все чертовски похожи на людей. А вот этот следующий болтун очень общительный. Қасымда бауырларым, достарым, ал үгіт насихатты ең көп айтатыным мен. Мынауың дұрыс емес, мынаны қате деп білемін енді. Бәлкім қартайып жатқандықтан шығар. Көп лекция оқитын болғам. Бала кезден бері көз ашқалы ата әжеміз ертегімен сусындатып өсірді. Содан кейін әдебиетке деген қызығушылығым артып, қазіргі таңда қолым қалт ете қалса, бір поэзия оқығанды ұнатамын. That's very cool. Это очень круто. Я помню, однажды мы шли на запись ток-шоу, и по дороге мы встретили сотрудника, который кушал прямо в коридоре. И Димаш сказал нам, что очень хочет позвать этого сотрудника в нашу гостиную, чтобы тот мог нормально поесть. Вроде бы мелочь, но именно это показывает, что он очень теплый и искренний человек. Димаш? Это была потрясающая история. Или что-то вроде речи в середине концерта. Насколько это было круто. Это было потрясающе. Это взаимно. Будет хватать фантазии на новые произведения, на новые выступления. Тогда, конечно же, я, наверное, буду продолжать активно заниматься творчеством, но у меня еще есть вторая мечта – педагогическая деятельность. Это первое, наверное, важное. Очень хороший друг, очень хороший человек, человечный именно. То есть действительно большая редкость, когда человек может о тебе подумать в первую очередь, чем о себе. Ну, в наше время. Я не знаю, как сказать. В общем, мы его друзья. Мы не фанаты Димаша Кудайбергена, который вот на весь мир известен, да? Мы знаем его с другой стороны, мы просто знаем, какой он настоящий, и очень ценим это. В этом есть смысл. А любимая есть? О боже, почему они задают эти вопросы? Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот и все. Это единственный вопрос. Ты в отношениях. Может быть, ты женат, у тебя где-то есть жена и куча детей. Понимаешь, об этом никто ничего не знает. Да, потому что я об этом не люблю говорить. Потому что это моя личная жизнь, и это никого не касается. Почему ты вот свою личную жизнь скрываешь? С чем это связано? Почему ты не хочешь об этом говорить? Не знаю. На душе так спокойнее. И я пока холостой. Да. Мне нравится тот факт, что он только что сказал, что так мне спокойнее на душе. Я думаю, что это чертовски верно. Каждый раз, когда ты слышишь в таблоидах об отношениях и тому подобном, я думаю, что это отличная идея – держать ваши отношения в секрете. Что касается меня лично, то я никогда по-настоящему этого не делал. Но я думаю, что я имею в виду, что я никогда не был в таком масштабе. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я не настолько знаменит, ни в коем случае не знаменитость. Так что я действительно не знаю. Я действительно не чувствую, что мне нужно держать эту часть себя в секрете. Но я определенно могу видеть, что кто-то вроде Димаша, любого из существующих айдолов, держит ваши отношения в секрете. По его словам, это успокаивает мою душу. Мне это очень нравится. Это очень хороший способ выразить это. Да, рассчитывайте до конца. And then also В Димаше сочетаются два очень интересных момента. Это ребенок, потому что, во-первых, он юн, по-настоящему юн, и он
искренне всегда радуется, как ребенок. Он искренне радуется удачному дублю, искренне не радуется неудачному дублю, искренне хочет выжать из ситуации максимум. И это круто, это очень... И он такой светлый в этом моменте. It's just awesome, though, man. Он I love всегда that. может и посмеяться, и прикольнуться, и прикольнуть тебя. И это кайфово, это детство. И это, мне кажется, очень уникально. А второе, что в нем, это перфекционизм. Это очень взрослая черта. Это когда, несмотря на свое детство, ты очень четко понимаешь, что ты создаешь музыку, которая откликается в тысячах сердец. И ты ответственен за то, что конкретно получается. Ты ответственен за то качество музыки. Ты ответственен за то, что люди вместе с тобой растут. И вот ребенок и абсолютно взрослый, ответственный перфекционист-артист — это настоящее сочетание Димаша. Это очень крутое сочетание. Человека. Это было так чертовски круто. Я просто в восторге от этих руководств по Димашу Мэну. Я думаю, что это так круто, и кроме того, в каждом из тех, что мы сделали, я чувствую, что вижу в Димаше большую часть себя как личности. Мне просто нравится его стиль. Он просто кажется мне очень искренним человеком. Я думаю, что во многих вещах, которые он делает, я вижу себя как личность. Это делает меня еще большим его поклонником. Он такой потрясающий вокалист, удивительный светоч в мире, и я чувствую, что нам нужно больше таких людей, как он, особенно в глазах общественности. Он остановил это шоу и произнес речь о войне и о том, как нам нужен мир во всем мире. Это было так круто, чувак. Это так много говорит о нем. Мне это очень понравилось. Большое спасибо тебе, Мэй, за предложение и за то, что ты помогла нам выбраться из этой кроличьей норы, через которую мы прошли. Мне это очень нравится. Многие люди присылали мне сообщения, в которых говорилось: пожалуйста, не прекращай реагировать на Димаша. Братаны, я здесь, и мы проходим через все, что когда-либо создавал этот человек. Мы проходим через это. Я просто обожаю его музыку. Мне нравится его дух. Мне нравится все, что я узнал о Димаше. Так что я определенно останусь здесь надолго. Спасибо вам, ребята, за то, что приняли меня здесь. И если вы снова новичок на моем канале, пожалуйста, нажмите на эту кнопку «Добавить». Это нам очень помогает. Я надеюсь, что у вас будет благословенный день или ночь, независимо от того, в какое время вы смотрите это видео. Распространяйте немного позитива, будьте добры друг к другу. И если кому-то вообще что-то понадобится, все мои социальные сети — это Джон Ривеслив. Отправьте мне сообщение, и я обязательно свяжусь с вами в следующий раз.